Так, дорогие друзья, с нами Ирина Дроздовская, ее вы уже прекрасно знаете, это руководитель проекта «Классики», международного проекта, сетевого проекта, который сейчас успешно развивается в Украине, в Нью-Йорке, скоро открываются площадки в Москве, далее в Японии и далее везде. Она будет помогать, Ирочка помогать нам будет сегодня во время эфира, и она представит Джеффа и расскажет, почему была выбрана такая интересная тема. Джефф работает с нами уже 2 года и занимается полностью образовательными проектами с учителями и также с родителями. И очень часто вопрос дисциплины, вопрос того, как мы общаемся с детьми и то, как мы устанавливаем какие-то рамки для них, это один из основных вопросов, которые нам задают родители, и один из основных вопросов, как мы работаем с нашими учителями. И это очень философски важно для нас, то есть мы всегда в центр внимания ставим ребенка и уважение к нему, и именно по этой причине это одна из тем, которая вот, для Джеффа является такой как бы страстью, то, как мы можем аккуратно и с уважением направить ребенка в то русло, в которое мы хотим его направить. Джефф работает с детьми уже около 11 лет, и все это время в классах и тоддлер-классах, и классах 3-6. Сейчас он больше занимается тренингом наших же учителей и образовательными проектами для родителей. И я предоставляю ему слово. So you can go. Доброе утро. Thank you all for having me here. I'm very excited to be sharing this work with you. Would you translate? Доброе утро. Он очень-очень рад сегодня поделиться с вами своими знаниями и этой темой. Друзья, я просто хочу сказать, что Джефф в Нью-Йорке, Ирочка, поэтому у них утро, а у нас вечер, поэтому всем здравствуйте. Because I have evening. So I'm very excited to be sharing this today. In addition to being a teacher, I'm also a parent of 2 children. И к тому же, помимо того, что он учитель, он еще и отец 2 детей. And the subject of discipline and positive discipline is very close to my heart. И очень, очень близко к его сердцу эта тема дисциплины и позитивной дисциплины. And as teachers in our school, we're often asking ourselves questions. What is the most important part of the classroom? И как учителя в нашей школе мы очень часто задаемся вопросом, что же такое самая важная часть в нашем классе, что самое важное в наших классах? Is it the materials? Это материалы. Is it the curriculum that we design? Образовательная среда. Is it the Montessori philosophy and the uninterrupted work cycle? Монтессори философия или непрерывный рабочий цикл? So at our school, at Hopscotch Montessori, our classrooms operate on the principles of freedom. В нашей школе Hopscotch основными принципами являются свобода, autonomy, and the belief that all children want to learn. Независимость и вера в то, что все дети хотят учиться. Our students are free to work at their own pace. Нашим детям предоставляется свобода работать в их собственном режиме. Independently or with friends. Самостоятельно, либо друг с другом, с друзьями. We encourage a balance of active, independent learning. И мы поощряем баланс между активным, независимым процессом обучения, where children become teachers to each other, когда дети могут становиться учителями друг для друга, and children become problem solvers, и таким образом им предоставляется возможность решения задач, and students can begin to discover and make meaningful connections. И они начинают делать свои открытия и начинают понимать, как все устроено. By working with materials in a hands-on experience. И при этом они работают с материалами практически, руками. Our students are given freedom and learn how to make decisions from a very early age. Мы предоставляем нашим детям свободу принимать решения с самого раннего возраста. They learn to reason, to cooperate, to negotiate, reflect, and understand. И они учатся таким образом искать причины, кооперироваться, договариваться, размышлять и понимать.
This is the way that children learn most effectively. И таким путем дети учатся наиболее эффективно. This is the way children develop positive feelings towards learning. И развивают более позитивное отношение к учебе. And we are committed to making the effort required to build a peaceful community with our students, with our staff, and with our parents. И мы стремимся к тому, чтобы построить мирное сообщество между нашими студентами, сотрудниками и родителями. So the number one topic that parents and teachers alike want to talk about is discipline. Итак, тема номер один, о которой учителя и родители хотят поговорить, это дисциплина. Today we'll explore a little bit about what discipline is and how some responses towards discipline. И сегодня мы рассмотрим, что же такое дисциплина и различные ответы на дисциплинарные методы. And then we'll meet again in next month to discuss more strategies on how you can support children. И когда мы сможем встретиться опять в следующем месяце, мы уже рассмотрим практические стратегии, как мы можем этого добиться. So this presentation highlights our practices that we use to encourage self-regulation. И эта презентация, она покажет вам наши практики, которые мы используем для того, чтобы дети достигли саморегуляции, Healthy communication, и здоровых коммуникаций. and a respectful approach to guiding children's behaviors. И она будет об уважительных подходах, как направлять поведение детей. So specifically, I would like to address today the role of timeout. И сегодня Джефф хотел бы адресовать как раз значение тайм-аутов или наказаний, как мы можем сказать на русском языке, например, как мы говорим, поставить в угол. And what it means to punish children, И что это означает наказывать детей? both at home as well as in the classroom. И это будет одинаково для того, как мы делаем это дома, либо в классе. So as I mentioned, our goal as teachers is to teach valuable life skills, developing a constructive use of personal power and autonomy. И наша цель как учителей — это именно, чтобы у детей развились важные практические навыки, чтобы они могли развиваться независимо, самостоятельно. I want to share my screen. И сейчас мы будем начинать презентацию. Одну секундочку. So Elena would need to stop sharing her screen. You go to Hangout. And there, she's sharing her screen. Елена, для того, чтобы мы начали презентацию, возможно, нужно убрать вашу или... Да? Так, сейчас виден экран. Открываете экран и потом расшариваете свою, да? Да, мы делаем, стараемся. Так, пока на экране вас не видно, еще раз открывайте на экране компьютера. Open on the desktop. Но пока вы открываете, я скажу, что мы очень благодарны и Ирине, и Джеффу. Они сейчас бесконечно заняты, и они сейчас открывают elementary уровень у себя, что они нашли время, и они сегодня с нами. И мы еще с Джеффом расскажем и с Ирочкой, что мы готовим в дальнейшем, потому что Джефф согласился еще сделать целый ряд проектов вот в рамках нашего проекта «Секрет детства». Все видно. Ирочка, можно начинать. Джефф, yes. Okay. We are ready, yes. So my belief that I'd like to share with you is that all behavior is derived from wants and needs. И то, что Джефф верит, и он хотел бы поделиться с вами, то, что все поведения, они диктуются нуждами и желаниями. When we begin to look at children through this lens, we begin to understand what children are requesting through their behavior. И когда мы начинаем смотреть на детей, мы сразу начинаем понимать, что же они хотят нам показать этим поведением. So first we're going to explore some terms. И сейчас мы поговорим немножко о терминологии. Punishment.
The aim of punishment is often to encourage children to stop negative behaviors. Итак, наказание. Целью наказания очень часто является, чтобы дети прекратили свое негативное поведение. To make positive choices and ultimately become a better person. Чтобы они принимали позитивные решения и в конце концов стали хорошими людьми. The hope is that through punishment, children will learn to become responsible, honest, kind, sharing people. И родители, в свою очередь, надеются, что в результате наказаний дети станут более ответственными, честными, добрыми и чувствительными людьми. But why punishment? Ну, почему же мы выбираем наказание? The implementation, the belief behind it is that if we make children unhappy by forcing them to do what they don't want to do or don't like, что мы считаем, что если мы сделаем нашего ребенка несчастным и заставим его делать что-либо, что они не хотят, либо то, что они не любят или им не нравится, or by preventing them from doing something that they enjoy, they will somehow become a better person. Либо мы запретим им делать то, что им нравится, или то, чем они наслаждаются, и таким образом они станут более хорошими людьми. By definition, to punish means to deliberately make someone suffer. Но по определению наказать это как раз и означает заставить кого-то страдать. Punishment undermines our goals for moral development. И на самом деле наказание, оно подрывает наши цели морального развития детей. By leading children to ask, what do they want me to do, or what happens to me if I don't do it? И дети начинают задаваться вопросом, что же они от меня хотят, что они хотят, чтобы я сделал, и что случится со мной, если я не сделаю этого. It's through this lens that we begin to use fear as our greatest tool for parenting. И таким образом мы начинаем использовать страх и угрозы как один из наших инструментов для нашего управления детьми. And this is the exact opposite of what we want our children to be asking, which is, what kind of person do I want to be? Но это абсолютно противоположно от того, что мы хотим от наших детей. Мы хотим, чтобы они задавались вопросом, каким же человеком я хотел бы стать. If we continue to punish children, children become less focused on how their actions affect others. И как результат, когда мы продолжаем наказывать детей, они становятся менее сосредоточены на том, как их действия влияют на других людей. And begin to interpret that behavior as something you do to please the adults. И они начинают воспринимать это поведение как что-то, что они делают для того, чтобы удовлетворить взрослого. So why do we punish children? Итак, почему же мы их наказываем? Is it to teach them that Для того, чтобы научить их чему-либо? if you do something bad, then something bad must be done to you? Если ты делаешь что-либо плохое, то в ответ что-либо плохое случится с тобой, и кто-то сделает это с тобой. Or do we truly believe that through punishment we're teaching our children the lessons that we want them to learn? Либо же мы на самом деле очень сильно верим в то, что наказание поможет нам дать ребенку тот урок, который мы хотим, чтобы он выучил. Is our goal to make children angry and to teach them that you get your way in life by using your power over those who are weaker? Разве нашей целью является разозлить ребенка и научить их, что для того, чтобы добиться чего-либо в этой жизни, вы должны использовать силу против тех, кто слабее вас? When we became parents, these weren't questions that are often thought out. И когда мы становимся родителями, мы очень часто начинаем задаваться этими вопросами. Many of us are just responding to the behaviors, often falling back on models that we were exposed to when we were children. И очень часто мы применяем те же самые методы, которые применялись по отношению к нам, когда мы были детьми. So I want to invite everybody today to take a moment to reflect on your own practices and be open to looking at something from a different lens.
И сегодня Джефф хотела бы предложить вам немножко посмотреть на то, что вы делаете, на то, что вы используете, либо на то, как дисциплинировали нас, когда мы были детьми, и посмотреть на этот вопрос под другим углом. So there's an inherent power dynamic that exists between adults and children. И здесь есть такая силовая динамика, которая существует между детьми и родителями. As adults, we have the responsibility in this relationship. Но как взрослые, на нас ответственность за эти взаимоотношения. And kids and children need to be able to develop a trusting relationship with the adults in their lives. И мы хотим, чтобы у наших детей возникло доверительное отношение со взрослыми и вообще с людьми в их жизни. Adults, parents, teachers all have authority. И у всех у нас, взрослых, и у учителей, и у родителей, у нас есть власть над детьми. But the question is, what kind of authority are we talking about? Но самый главный вопрос, какая именно эта власть, о чем мы хотим говорить, о какой власти? Do we rely on this authority based on our position and our relative power? Мы рассчитываем на нашу власть и на нашу силу, смотря с нашей позиции взрослого, либо как-то по-другому. With this power, we have the authority to shame, to lecture, or to punish. И имея эту силу, дает ли нам это право для того, чтобы пристыдить ребенка или прочитать ему лекцию, или даже наказать? Or is it that authority emerges from the quality of adults' thinking, our ability to make good choices, our wisdom, and our concern for our children's well-being? Либо же эта сила дает нам основание использовать нашу мудрость для того, чтобы направить наших детей. And wouldn't you agree that we want our kids to respect adults because their judgment is good rather than because they have the power to hurt kids who don't obey them? И не согласитесь ли вы с тем, что мы хотели бы, чтобы наши дети уважали взрослых, потому что их суждение правильное, и в противовес тому, чтобы они уважали взрослых за то, что у них есть сила, и они могут как-то силой взять ребенка, чтобы они их слушались. This is the moment when we must reflect on the power dynamic in our role as parents and caretakers. И как раз вот в этом случае нам нужно очень внимательно подумать о вот этой вот силе, которая у нас имеется с точки зрения взрослого и родителя, либо учителя. So I want to go over briefly some common responses to behavior. И Джефф хотел бы коротко поговорить о таких распространенных реакциях на поведение детей. And you can look over the slide, and some you may be familiar with. И когда вы посмотрите на слайд, возможно, с некоторыми из этих реакций вы знакомы. Например, награды. Мы можем сказать ребенку: если ты приберешь, ты получишь печенье. Или если ты хорошо покушаешь, ты сможешь посмотреть мультик или поиграть в игру. Также переключение внимания, когда ребенок, больше касается учителей, когда ребенок расстроенный, не может зайти в класс или переживает, и мы просто переключаем внимание. Ты хочешь зайти в класс? Хотя на самом деле знаем, что он расстроен и что-то ему мешает. Также иногда, очень редко, я надеюсь, но используется агрессия или физическое насилие, когда мы можем схватить ребенка, или кто-то может шлепнуть, или повысить голос. Взрослые могут также показывать свою злость криком или запугиванием. Игнорирование, когда мы делаем вид, что мы не замечаем, что происходит. Либо же мы можем слушать ребенка и проявлять эмпатию. So what is peace education? И что же такое позитивная дисциплина и воспитание в мире? In our school, peace education begins with building a child-centered culture, both children, school, and family, through our philosophical practices, traditions, and strategies. В нашей школе
начинается как раз с построения культуры и в школе, и внутри семьи, где ребенок в центре при помощи внедрения различных философских практик, традиций и стратегий. And peace education is the process of acquiring the values, the knowledge, and developing the attitudes, skills, and behaviors to live in harmony with oneself, with others, and with the natural environment. И так воспитание в мире — это как раз и есть процесс приобретения этих ценностей, знаний и развития отношений, умений и поведения для того, чтобы жить в гармонии и с собой, и с другими, и со всем тем, что нас окружает. So one common response that we hear about when we speak with parents about discipline is this idea of timeout. И один из очень распространенных ответов, когда мы задаем вопросы нашим родителям, какие же методы дисциплины они используют, это как раз вот эта вот идея тайм-аут. В русском языке у нас нету такого дословного перевода, но это что-то наподобие, когда мы поставим ребенка в угол или оставим его одного в комнате. There's many different names for timeout. Essentially, it's when you tell a child to go away from the group, to be isolated, whether they're in a chair or staring at a wall. И есть множество разных названий для тайм-аута, но в основе лежит то, что мы просим ребенка уйти куда-то и быть изолированным от других людей. И это может быть стульчик, или это может быть стояние в углу, или лицом к стене. And there's many different names for it. Some, well, different, yeah. But there's many different names. But no matter what you call it and how it is presented, it is a form of punishment. И несмотря на то, как вы назовете это в любом случае форма наказания. Это наказание. And we know in some cultures, in some families, children can be asked to sit on their knees, staring at a wall, often placing rice under their knees to increase the punishment. И мы знаем, что в некоторых культурах есть такое поставить ребенка в угол, и как раньше делали даже, это мог быть рис или что-либо другое, чтобы усилить наказание. When we look at timeouts, we must understand that they're used when parents and teachers do not have the skills or strategies to effectively manage children's behaviors. И когда мы посмотрим на применение тайм-аутов, мы понимаем, что это происходит от того, что очень часто у учителей либо у родителей просто нету инструментов, как же они могут справиться с ребенком, да, то есть какие методы они могут использовать, чтобы он их слушался. In classrooms, this happens often during large group activities. В классах часто это происходит во время кругов, во время групповых активностей. But at home, this happens often when parents are busy or trying to have a conversation or trying to get some work done. Дома же это происходит, например, когда родители заняты или когда им нужно поговорить или им нужно сделать какую-либо работу. And it's easier to just remove the child rather than to try and understand what they need in that moment. И становится проще сделать так, чтобы ребенок ушел, вместо того, чтобы попробовать понять, что им нужно в этот момент. For instance, if I am on a telephone call, ну, например, если я сейчас говорю по телефону, and my son keeps coming in my room to get my attention. И мой сын приходит в мою комнату и пытается, чтобы я обратил на него внимание. It's very easy to just say, to go away, go away. И намного проще сказать ему, уйди, пожалуйста. But what happens in these moments is the child's needs are not being met, whatever they are. Ну, что происходит в этот момент, это то, что у ребенка есть какие-то нужды, и мы не видим их в этот конкретный момент, мы не удовлетворяем их. And as a parent, I'm focused on what I need to do. I'm not considering what this child needs. И в данный момент, как родитель, я мог бы быть сосредоточенным на то, что мне нужно сделать, и не думать, и даже не брать в голову, что у ребенка есть какая-то нужда сейчас. And the more I ignore the child, the
greater their feelings are, the more emotions they begin to have. И чем больше мы игнорируем детей в этот момент, тем более эмоционально они становятся, тем больше чувств у них появляется в этот момент. And as it escalates and builds, I become more angry and frustrated. И накаляется градус, и вы, как родитель, тоже становитесь больше злитесь и становитесь более раздраженным. And it's very easy in this moment to use my authority as a powerful adult to send my child away, or to grab them, or to put them somewhere away from me. И намного легче в этот момент использовать свою силу как авторитарного взрослого и просто отправить ребенка куда-нибудь, да, то есть сказать ему, куда он должен пойти в свою комнату или отойти, и как бы применить этот метод. But we must understand that the child has done nothing wrong. Но нам нужно понять, что в этот момент ребенок ничего не делает неправильно, даже если нам кажется, что он мешает нам. It was me that was frustrated and angry because I was on the phone. И это мы раздражены, и это мы испытываем злость, потому что мы говорили в этот момент по телефону. It is the child who endures the punishment. Но в итоге это ребенок, который получает от нас это наказание, хотя виноваты были мы. So let's talk about how we discipline. И давайте поговорим о том, как именно мы дисциплинируем, как мы можем использовать дисциплину. So I want to go over the 5 criteria for us to reflect on our approaches to discipline. И Джефф хотел бы пройтись по 5 критериям для того, чтобы мы задумались о наших подходах к дисциплине. These 5 principles are questions that cause us or allow us to reflect on our current methods of discipline. И вот когда вы посмотрите на эти 5 вопросов, они помогут вам сделать рефлексию на те дисциплинарные методы, которые вы используете. And to ask ourselves, does this match what we want for our children? И задать себе вопрос, соответствует ли это тому, с чего мы хотим от наших детей? Versus what we are currently doing. В сравнении с тем, что мы делаем сейчас. For instance, we must ask, is what we're doing kind and firm at the same time? Например, мы можем задуматься, то, что мы делаем, это по-доброму и в то же время твердо. Is it respectful and encouraging? Это с уважением, уважительно и поддерживать наших детей. We want our children to develop respect for each other, for adults, for themselves. И мы хотим от наших детей, чтобы они уважали друг друга и уважали взрослых. And so we want our approaches to discipline to foster that respect. И мы хотим, чтобы наш подход к дисциплине, чтобы он поощрял и чтобы он учил их этому уважению. And for us to treat children with that same respect. И для нас, чтобы мы обращались с детьми с тем же самым уважением. So that's number 1. Это номер 1, это критерий номер 1. And number 2, does this approach help children to feel a sense of belonging and significance? И второй критерий, помогает ли этот подход ощутить детям чувство принадлежности и важности? Does it help children to develop a sense of belonging and significance? Помогает ли им развить их чувство принадлежности и важности, и того, что насколько они важны в этом мире? And children will try different methods to connect with peers or the adults in the environment. И дети будут пробовать различные методы для того, чтобы связаться с себя, получить связь со своими сверстниками или взрослыми. So in the story that I was talking about previously, where the child is trying to get my attention while I'm on the phone, И возвращаясь к той истории, которую он только что приводил в пример, когда ребенок пытался получить внимание Джеффа, пока он разговаривал по телефону, we don't know what the child needed. Мы не знали о том, что именно нужно ребенку, мы не знаем об этом.
but they were looking for some connection, some attention in that moment. Но в этот момент они какого-то внимания или связи с нами. So by sending them away, am I fostering that connection, that sense of belonging? И когда мы отправляем его куда-нибудь, разве мы помогаем возникновению этой связи и ощущения принадлежности? Is our approach to discipline, number 3, is it effective for the long term? Итак, третий критерий. Эффективно ли это в долгосрочной перспективе? So punishment can work for a short term. We can remove that child so I can continue my phone call. But what are the long-term effects of that? И, конечно, наказание может помочь в краткосрочной перспективе. Например, мы можем отправить ребенка куда-то и даже по-доброму отправить куда-то и завершить свой телефонный звонок. Но какой результат у нас будет в долгосрочной перспективе? I know that I have the power as an adult to look at a child in a certain way, to scare them enough to stop what they're doing. И я знаю, что как взрослый у меня есть достаточно ресурсов, силы для того, чтобы даже просто посмотреть строго на ребенка, для того, чтобы он испугался и прекратил делать то, что он делает под этим взглядом. But the question is, when I leave the room, will the child change what they're doing? Но самый главный вопрос здесь, когда мы выйдем из комнаты, как будет вести себя ребенок, будет ли он продолжать делать то, что он делает? Will I have addressed the behavior? И разве в таком случае мы показали ему его поведение? Or will I have just scared the child into compliance? Или же мы просто сделали так, что ребенок испугался для того, чтобы он просто последовал нашему взгляду, нашей директиве? So is it effective for the long term? Итак, разве это эффективно в долгосрочной перспективе? Will the child be more likely to cooperate in the future? И будем ли мы ожидать какого-то сотрудничества от ребенка в будущем? And then number 4, does it teach valuable social and life skills for good character? И четвертый критерий. Помогает ли это приобрести важные социальные и жизненные навыки в данном случае? Are we teaching our children to be respectful, to be concerned for others? Учим ли мы наших детей уважению, заботе об окружающих? Are we teaching them how to solve problems or to be accountable when they've done something wrong or to be contributing and to cooperate? Учим ли мы их в данном случае навыкам решения задачи и ответственности за свои поступки, умения сотрудничать и кооперироваться? I believe that all of us as parents want to teach our children lessons that will help them throughout their life, not just in the moment. И Джефф считает, что как родители мы все хотим дать нашим детям такие уроки, которые помогут им в течение всех их жизней, но не только в данный момент. Number 5, are we inviting our children to discover how capable they are and to use their own personal power in a constructive way? И когда мы используем эти методы, помогает ли это детям попробовать, на что они способны, и использовать их собственную силу в каком-то продуктивном направлении? As I said before, in moments of high stress, и как он сказал ранее, в моменты большого стресса, we are more likely to fall back on models that we had when we were growing up. Очень даже вероятно, что мы будем использовать те модели дисциплинирования, к которым мы привыкли с детства, и то, как с нами обращались, когда мы были детьми. And the result is that we as the adult end up misbehaving. И в результате мы, как взрослые, тоже как бы не совсем хорошо себя ведем. So, what are the outcomes of timeout? И какие же последствия и результаты тайм-аутов? Although the timeout strategy can potentially prevent a behavior from occurring in the moment, it can also make children feel abandoned,
rejected, frightened, or confused. И несмотря на то, что тактика тайм-аута, возможно, предотвратит нежелательное поведение прямо сейчас, но это также заставит их почувствовать себя брошенными, отвергнутыми, испуганными и смущенными. Recently, timeouts have become more popular as people are feeling less likely or less of a desire to want to spank or hit their children. И тайм-ауты становятся более популярными, потому что таким образом люди избегают более суровых наказаний, таких как, например, шлепанье. No, I see spanking and hitting children or doing physical harm as being very problematic. Timeouts, though slightly better, still have the same problems. И несмотря на то, что физические наказания, они очень проблематичны, это очень серьезный метод наказания, но и тайм-ауты смотрятся немного полегче, но последствия практически такие же. We are not teaching our children anything by a timeout. И мы ничему не научим наших детей, используя тайм-ауты. Discipline should be about how we are teaching our children. И дисциплина должна быть о том, как мы воспитываем наших детей, как мы их обучаем. Not about punishment. Это не наказание. The goal is to find ways to teach children appropriate behavior, which is essential for their healthy development. И нашей целью является научить ребенка соответствующему поведению, которое будет такой базой для здорового развития. Even when timeouts are done in a patient or loving manner, и даже если мы делаем какие-либо тайм-ауты при этом с терпением и с любовью к ребенку, what they're teaching children is that when they make a mistake or when they are having a hard time, и чему это помогает научить детей, это то, что когда они делают ошибку или когда им сложно и тяжело, they'll be forced to be by themselves. Они будут вынуждены остаться наедине с собой. And this lesson is often experienced, particularly by young children. И это тот урок, который выносят особенно маленькие дети. As a form of rejection. Как форма непринятия. And further, it tells children that I'm only interested in being with you and being there for you when you're able to hold your emotions and behavior together. И таким образом это транслирует детям: мне интересно быть с тобой и здесь, сейчас для тебя, только тогда, когда ты совсем справляешься, когда ты делаешь все правильно. But children need us to be there for them when they're having these moments of high emotion. Но на самом деле детям нужно, чтобы мы были с ними, чтобы мы были здесь и для них именно тогда, когда у них есть эти моменты этих больших, сильных эмоций. And often timeouts make children angrier or more disgruntled, dysregulated, leaving them even less able to control themselves or to think about what they've done. И очень часто тайм-ауты, наоборот, способствуют тому, что дети становятся более раздражительными, у них появляются различного плана нарушения. Это приводит к тому, что они, наоборот, меньше контролируют себя и меньше думают о том, что они сделаны. So, when we put a child in timeout or send the child to the corner, the thought is that they're reflecting on what they've done wrong. И когда мы отправляем ребенка в тайм-аут или ставим его в угол, идея в том, что он сможет подумать о том, что он сделал неправильно. While the child is staring at the wall, they will think, "Oh, I've been so misbehaved. My poor parents have to deal with me." И что ребенок, когда он будет стоять лицом к стене, он будет думать о том, что я так плохо себя вел, и бедные мои родители, им приходится справляться со мной. And that they will somehow come to a conclusion that I need to behave better in the future. I need to be nicer. И что каким-то образом они придут к такому выводу, что я должен работать лучше в будущем, я должен вести себя лучше в будущем, и я должен быть более хорошим. But I've seen these moments in children, and children become more angry.
Но когда мы посмотрим в эти моменты на детей, то мы видим, что это наоборот, что дети становятся более злыми. They're thinking about how they need to be better to get away with whatever they did. И они думают о том, как им нужно избежать того, что они сделали, либо скрыть то, что они сделали, и убежать от этого. Or planning revenge on whoever sent them to the corner. Или даже планировать отомстить тому, кто отправил их в угол. So our work as teachers and parents is to support children to develop skills to manage their behavior. И наша работа как учителей и родителей – это, наоборот, поддержать детей для того, чтобы они развили свои способности и контролировать это поведение. And for them to discover their relationship to others in a positive and productive manner. И открыли свои взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и детьми больше в позитивной и в эффективной, продуктивной манере. And so Montessori placed a great emphasis on the development of the child. И мы обращаем в Монтессори большое внимание на развитие ребенка. And we recognize that the education of the whole child includes direct teaching social emotional skills. И мы понимаем, что для того, чтобы развить целостного человека, целостного ребенка, нам нужно включить в нашу стратегию такое прямое обучение социальным навыкам. So our goal then as parents and teachers is to move beyond these punitive models and acknowledge that it is our own deficiencies as adults and educators that lead us to punish. И наша цель немножко двинуться вне этой модели наказаний и понять, что это наша слабость, которая толкает нас к наказаниям, и что как образователи, как родители мы можем этого избежать. Rather than acknowledging that behaviors come from deeper needs, that we must take responsibility of teaching children from a different perspective. И мы должны использовать и понимать, что у детей эти все поведения, они вызваны более глубокими нуждами, и таким образом мы должны взять на себя ответственность, как обучить, как научить ребенка более осознанной модели. So I want to look at this picture of an iceberg. Посмотрите на эту картинку айсберга. And for us to think of what we see in the iceberg is above the water. И подумайте о том, что мы видим сверху воды, это поведение детей. What we see above the water represents behavior. То, что мы видим, это поведение детей. And so as children have a tantrum or are crying or yelling, если наши дети в истерике, либо они плачут, либо они кричат, all of this comes back to that the behavior is a symptom of something that the child is wanting or needing. И это все приходит к тому, что это поведение, это является симптомом того, что на самом деле ребенок, того, в чем на самом деле ребенок нуждается. When we learn to see children's behavior from this perspective, we understand that there is much more to their behavior underneath the water than what we see. И когда мы научимся посмотреть на поведение детей под этим углом, мы поймем, что намного больше мы можем, намного больше именно в глубине и в причинах этих симптомов. So again, coming back to the story, when I'm on the phone and the child is trying to get my attention, I don't know if my child was hungry. И возвращаясь к этой истории, когда Джефф был на телефоне, и ребенок пытался привлечь его внимание, возможно, он был голоден, ребенок.
Or maybe something happened somewhere else in the house that I didn't know about. Возможно, что-то случилось в доме, о чем он даже не знал в этот момент. Or maybe they felt scared for some reason. Или, возможно, он просто напуган. Instead, we tend to treat the behavior, what we see above, И вместо этого мы все равно склонны к тому, чтобы увидеть поведение, которое мы видим сверху. rather than acknowledging all of the needs and feelings that children might be experiencing beneath what we see. Вместо того, чтобы понять все эти нужды, которые в этот момент есть у ребенка. So, what are children looking for? И что же нужно нашим детям сейчас? They're looking for connection. Им нужна связь. All children are wanting is to connect with the adults. И все, что им нужно, и все, что они хотят, это отношения с вами, связи с вами. And when children lose emotional control, parents put them in their room or by themselves in a corner. И когда дети теряют этот свой эмоциональный контроль, и родители часто отправляют их в их комнату одних или в угол, Meaning that in this moment of a child's emotional distress, they have to then suffer alone. и это означает, что в этот момент, когда ребенок очень находится в стрессе, они должны справляться с этим стрессом сами. Are we teaching children to, are we offering them that connection? И разве мы в этот момент предлагаем им эту связь, эти отношения? Are we being respectful of that child's wants and needs? Разве мы уважительно отнеслись к тому, что ребенку нужно, или к тому, что он хочет в данный момент? By sending them away, are we helping them to reflect on their behavior and to find other alternatives? И разве, отправляя их прочь, мы помогаем им подумать и поразмышлять об их поведении и найти какие-то альтернативы ему? When children lose control, it is important for us to recognize and remember that this moment, they often need us to be calm and in control. И когда дети теряют свой контроль, и это наиболее важно для нас понять, что в эти моменты они более всего нуждаются в нас, и им нужно, чтобы мы были спокойны, и чтобы мы держали ситуацию под контролем. But what often happens is parents lose control, and then the situation gets worse, and anger grows with the child, and the parent is resulting increasingly negative interactions. Но что чаще всего происходит, это то, что родители теряют контроль, и чаще всего ситуация даже становится хуже, и все негативные эмоции растут, и When parents' response to a child is to isolate that child, и когда родитель отвечает на поведение ребенка и изолирует его, an instinctual psychological need for connection goes unmet. и тогда вот эта вот интуитивная психологическая необходимость ребенка связаться со взрослым, с родителем, она просто мы не встречаем, мы не помогаем этой необходимости. In fact, the brain imaging shows that the experience of relational pain И фактически, если то, что поступает в наш мозг, показывает, что опыт вот этой вот боли отношений, like that caused by rejection, которая вызвана отказом, looks very similar to the experience of physical pain in terms of brain activity. и это выглядит точно так же, как физическая боль с точки зрения активности мозга. So essentially our goals and discipline need to be to change behavior by building skills. И цели дисциплины изменить поведение и построить их, и помочь их умениям, они не встречаются. So here are some alternatives to timeout and isolation. И сейчас Джефф расскажет вам несколько альтернатив тайм-аутам и изоляции.
to stop and to listen to your child, Остановитесь и послушайте своего ребенка. to lower your voice, bring your energy down, to reflect on what you want and to mirror what you want in your child. Понизьте ваш голос и постарайтесь успокоиться для того, чтобы понять, что вы хотите от своего ребенка, и для того, чтобы смоделировать, что для ребенка поведение. To find creative solutions, И придумайте решение. solve problems as a family or with your child. И решайте проблемы как семья и вместе с вашим ребенком. And this is when children become problem solvers. И это то, как они приобретают умение решать сложные задачи. And then we start to begin to build these skills. И над тем, чтобы построить и помочь им строить эти умения, эти способности. When we're able to recognize children's needs and emotions, that's when we start to build empathy and greater the connection between parents and children. И когда мы учимся тому, что как узнать все эти детские эмоции и их нужды, мы как раз и понимаем то, как построить нашу связь и наши отношения с детьми. So we will talk more next time, next month when we get together, and we'll have a greater period of time to look at alternatives to discipline and how we can approach from a different perspective. И когда мы встретимся с вами в следующий раз, у нас будет немножко больше времени, мы как раз и будем говорить о альтернативах и о том, чем можно заменить эти наказания, как можно добиться большего успеха. And I'll go over more practical tools. И мы пройдемся по более практическим инструментам. But in the meantime, I invite you to reflect on how you are connecting with your children. Но на сегодняшний день Джефф хотел бы, чтобы вы подумали и поразмышляли над тем, как именно вы связываетесь и строите свои отношения с вашим ребенком.